Добрый вечер, Джульет. Добрый вечер. Спасибо, что вы с нами. Thank you very much for being with us. Thank you very much for the invitation to be here and join your conference. Большое спасибо за приглашение и возможность быть здесь и присоединиться к конференции. Вот для наших зрителей я хочу рассказать немножко, как я вас нашла. I would like to talk a little bit for our viewers, a couple of words about how I found you. Please. Пожалуйста. Мой профессиональный интерес — это коммуникация с людьми с наиболее выраженными интеллектуальными нарушениями и множественными нарушениями. My professional interest is in the area of working in communication with people with profound intellectual impairments and severe impairments. Mm-hmm. И я искала литературу на английском и авторов, которые об этом пишут. I was searching for literature in English and looking for names of the authors who are working on this topic. И везде было написано Джульет Голдбарт. And everywhere I saw your name, Джульет Голдбарт. Мне попалась книга Манкэп, небольшая, обзор, ревью из способов коммуникации с людьми с множественными нарушениями. I stumbled upon a little book, a review on means of communication with people with profound intellectual impairments. Was that the book that I did for MenCap, the little report for MenCap? Yes, it was. Yes. It's interesting that it's a very short report and it was quite a small project, but it seems to have been uploaded and copied and read really very widely. So I'm very pleased that you found me that way. Да, это интересно, что это была довольно маленькая работа, маленькое исследование для MenCap, но кажется, что эту книгу и скачивают, и используют ее, и цитируют довольно широко. Я очень довольна, что вы так меня нашли через эту книгу. И я книгу переводила и еще не перевела. И сначала, на самом деле, я как-то боялась писать такому известному автору. I translated the book. I haven't finished yet, and first I was a little apprehensive to write to such a famous author. Well, we work in a very small field. Мы работаем в очень узкой сфере. So all of us in that field are important, whether we're in universities or in practice. И поэтому все из нас в этой сфере очень важны. В университете мы работаем или практически. И, наконец, когда мы начали готовить коммуникацию, начали готовить конференцию, я сказала директору, что я хотела бы видеть этого человека на конференции, и директор мне ответила, ну тогда пиши. Вот, и тогда я решилась вам написать. When we were preparing the conference, I talked to my director and told her that I want to see Juliet Goldbart at the conference, and she told me, okay, you shall write to her. And that's how it started. And you did. И вы написали, да. And I was very excited to hear from you. Я была очень рада этому письму от вас. Да, очень рада. Очень рада. И на самом деле я хочу вас попросить немножко рассказать о себе для наших зрителей, для наших слушателей. I would like you to say a couple words about yourself for our viewers, for our listeners. И о своей работе в университете, и о своих исследованиях. As well as about your work at the university, about your research. Well, my background is psychology. Ну, мой опыт в области психологии. So I would describe myself as an applied developmental psychologist. Я себя бы описала как прикладной психолог развития. But probably more interesting is that from the time I was in university in the late 1970s. Ну, наверное, пожалуй, даже что более интересно обо мне, то, что с тех пор, как я работаю в университете с конца 70-х годов, I worked as a volunteer with children with profound intellectual disability and children with severe physical disabilities. Я работала волонтером с детьми с тяжелыми интеллектуальными нарушениями и с тяжелыми физическими нарушениями.
So when I finished my degree, И когда я закончила свое обучение, the natural thing to do was to go into research in severe and profound disability. то есть естественным образом я пошла в область исследований сферы тяжелых нарушений. I had 3 very enjoyable years as a PhD student. У меня были очень 3 интересных года, когда я писала свою кандидатскую. I did my research in an inclusive nursery. Я исследование свое проводила в инклюзивных яслях. So it was an unusual experience Необычный опыт. because I might be writing an academic paper in the morning Потому что с утра я, может быть, и пишу научную статью, and playing on the floor with 3 children in the afternoon. а во второй половине дня я буду играть с 3 детьми на полу. When I finished my doctoral studentship, Когда я закончила свою кандидатскую работу, I got a job in a college educating speech therapists. я работала в колледже и занималась образованием логопедов. And in many ways I've carried on the same job for more than 35 years. И в какой-то степени я продолжаю работать на одной и той же работе уже более 35 лет. So I now work as part of Manchester Metropolitan University. Я сейчас работаю в университете, в технологическом университете Манчестера. And in my faculty we have psychology, nursing, speech and language therapy. Shall I stop for a minute? Okay. На нашем факультете у нас есть психология, сестринский уход, логопедия, Social work, социальная работа, social care социальный уход and nutrition. и питание. So my job now is to lead research in my faculty. И моя работа теперь заключается в руководстве исследованием в моей области. And I enjoy very much encouraging younger members of staff to take part in research. Мне очень нравится подключать и включать молодых коллег в исследования. But I'm lucky enough that I still have 1 day a week where I do research. Ну, мне тоже очень повезло, что один день в неделю у меня все же сохранился, где я сама провожу исследования. And at the moment I'm involved in a very exciting project. И на данный момент я принимаю участие в очень интересном проекте, Where we're trying to develop, we would call it a heuristic, a guide to match the best communication aid for an individual child. И сейчас мы работаем, мы бы назвали это хористикой, где мы создаем руководство, где мы работаем над тем, как подобрать самое лучшее средство коммуникации для человека. So that's me. Это я. Потрясающе. This is amazing. I'm very lucky. I have a very interesting job. Мне очень повезло, у меня очень интересная работа. Интересно, что так совпадают интересы. And it's also interesting that our interests also coincide. So Yes, very much. And for me, one of the very exciting aspects of this project is the interest in people who are at pre-symbolic levels. Да, и для меня один из таких важных, прекрасных аспектов по поводу этой конференции — это уровень интереса к людям, которые находятся на досимволическом уровне коммуникации. I think it's one of our biggest challenges, but it's also fascinating for what it tells us about human beings and about communication. Я думаю, что это одна из самых серьезных сложностей, которые перед нами стоит, но это также совершенно захватывающе с точки зрения того, что это говорит нам о человеческой природе. I don't know if you would agree with this. Согласились бы вы с этим или нет, я не знаю.
Да, безусловно. И для нас, когда мы организовывали конференцию, для нас было важно, что мы думаем о коммуникации прежде всего как именно о пространстве развития и пространстве взаимоотношений, а не как о наборе узких техник. Well, absolutely. For us, when we were organizing the conference, we thought about communication as a way of interaction and area of development, and not as a sort of set of quite narrow techniques. That's very clear from a lot of the discussions that we've had. Это очень явно прослеживается во многих дискуссиях, которые здесь состоялись. И для нас было важно как раз, чтобы выделить досимволическую коммуникацию как начало, как поле, как отдельную большую область. Very important for us was also to sort of point out the pre-symbolic communication as the special area, as a beginning of the beginnings. That's a really good way to put it. Это очень хороший способ назвать это. And because it's the beginning of the beginnings. Итак, потому что это и есть начало. Actually, we have quite a lot of different things that we can do. И здесь тоже довольно много различного всего того, что мы можем сделать. There's not one right way to work on very early communication. Ну, нету одного способа работы в области самой ранней коммуникации. And I'm always very sad when people say, "Oh, I work with children who can't communicate." И для меня очень грустно всегда слышать, когда я слышу от кого-то, я работаю с детьми, которые не могут взаимодействовать, коммуницировать. I think it says more about them as a communication partner. Скорее, это больше говорит о них, как о коммуникативных партнерах. Because if we take an approach like intensive interaction, we can work responsively and empathetically with any human being. Потому что если мы возьмем даже такой подход, да, как интенсивное взаимодействие, мы можем чутко и эмпатично работать с любым человеком. We can also use more cognitive approaches. Some people feel more comfortable working with things, with objects, than they do with interaction. Мы можем также взять более какие-то конкретные практические подходы, например, когнитивные, да, где некоторые люди чувствуют себя более комфортно, работая с объектами, с какими-то вещами. So this range of approaches means that nobody should ever be left out. Ну, то есть есть целый спектр подходов, и это означает, что никто не должен остаться за бортом. And I know this is very much your philosophy too. Я даже думаю, что это в такой же степени и ваша философия. Да, мне тоже так кажется. Well, I think so too. Я для себя еще никак не могу выстроить именно континуум подходов к взаимодействию, коммуникации с людьми, находящимися на ранних стадиях до символической коммуникации. Я знаю из литературы очень много названий, и иногда кажется, что это все в одном и том же, и пока мне не выстроить, не понять разницу, например, responsible communication, intensive interaction, reference objects и другое. Well, for me it's a little bit difficult, I think, still at the moment to sort of build a continuum of approaches to working with people on a pre-symbolic level, because you know, I read a lot of names in the special literature, for example, in intensive interaction, responsive interaction, but it seems that they're similar, but also they're different. I think that being a responsive communication partner is a general attitude as much as anything else. Но я думаю, что быть чутким, отвечающим партнером по коммуникации, это в первую очередь принцип
хорошего коммуникативного партнера, чем чего-либо другого. And then if we want to think about intensive interaction, it's formalizing that attitude and giving it some structure and direction. И если мы говорим об интенсивном взаимодействии, то это формализация этого отношения и придание этому отношению больше структуры. But it's certainly true that there are a range of approaches that have a lot of things in common. Ну, это совершенно тоже правда, что существует целый ряд подходов, у которых довольно много общих элементов. So I think the important thing is to extract the principles. Я думаю, что важно здесь выявлять принципы. And that is to do with being centered on the child. А это значит, что быть сфокусированным на ребенке. That we are trying to develop pleasure in each other's company, pleasure in interaction. Что мы пытаемся создать приятную коммуникацию, приятное взаимодействие друг с другом. Without having any very specific learning objective. Без какой-либо особой цели обучения. But I also think that there is no problem in using 2 or 3 different approaches at the same time. Я также думаю, что это не проблема использовать 2 или 3 подхода единовременно. Personally, I would like to see every child having intensive interaction sessions. Я бы, например, лично хотела бы, чтобы у каждого ребенка были какие-то сессии в интенсивном взаимодействии. Also having sessions which either are designed to teach intentionality or give them experience of different experiences that would develop their cognition. Ну, также сессии, которые будут направлены на интенцию, то есть на направленность, да, и также сессии, которые будут развивать их когнитивные способности. Because we know that there is some evidence base to support both of these approaches. Мы знаем, что есть научно обоснованные подтверждения, которые поддерживают использование этих подходов. And then if we also want to use objects of reference, И также, если мы хотим использовать опорные объекты, because they help a child to understand what's going to happen next in their day, эти объекты репрезентации могут помочь ребенку понять, что будет происходить в течение его дня. nobody's going to lose anything by that. Никто не утратит ничего через такой подход. We may not have the evidence base, but it's going to do no harm. Может быть, у нас нет научного подтверждения, но это не повредит. So that's my stance. Это моя позиция. Я бы хотела спросить, может быть, что самого яркого было на нашей конференции, что больше всего запомнилось, что понравилось? Also, I wanted to ask you, what did you like most at the conference? What maybe was most significant for you? Okay, the thing that was best for me about the conference is that in my working life, I hope I bring together research and practice and the education of professionals. Что было самым ярким для меня, что больше всего мне понравилось на этой конференции, это связано с тем, что, например, в моей деятельности, в моей жизни я пытаюсь объединить исследование, практику и образование специалистов в моей области. And in this conference there was a very exciting mix of research and practice and the education of our next generation of practitioners. И на этой конференции как раз была очень классный замес исследователей, практиков и людей, работающих в образовании, и нацеленных на образование специалистов следующего поколения. But if you want to know the high point for me of the conference, Но если вы хотите узнать о высшей точке для меня на этой конференции, I watched a very lovely piece of video. Я видела очень хорошее видео, Which I think came from an early intervention service.
Мне кажется, что этот видеоролик, авторы его Институт раннего вмешательства или служба раннего вмешательства. And I probably shouldn't say which early intervention Ну service. да, я, наверное, не должна говорить, какая служба раннего вмешательства. But for me it was a fantastic example of a parent and a child and a teacher or therapist working together on early communication. Для меня это был прекрасный пример родителя, взаимодействующего со своим ребенком, и специалиста, который с ними вместе работал. So I think if we can share those skills, that knowledge and those very positive attitudes, then there is an awful lot of exciting things that can happen Я here. думаю, что если мы можем поделиться этими навыками, этими знаниями и вот этим отношением, тогда может произойти очень много замечательных изменений. Ну, наверное, для этого, в том числе для этого мы и организуем такие конференции. Probably why we also organize our conferences. Oh, absolutely. In terms of a way to share the best practice. Да, конечно, это очень важно для распространения практики. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить, сказать огромное спасибо за ваше выступление. Для меня лично это прекрасный пример того, как надо представлять целую область исследований. Well, I also would like to thank you on my behalf for your wonderful presentation, because for me it was an example of how you could present research in the entire field. Thank you. Is this a polite way of saying that I speak very fast? Спасибо, это, наверное, вежливая форма сказать мне, что я слишком быстро говорю. Вовсе нет. Not at all. Мы... No, it was a real pleasure to bring together the things that I think are most interesting. Это было большое удовольствие для меня собрать и суммировать те вещи, которые мне кажутся наиболее интересными. And I think it's very important to give people the theory which explains why they're going to do something. Я думаю, очень важно предоставить людям теорию, которая будет объяснять им, почему они делают что-то именно таким образом. If we want our professionals to be reflective and flexible in their practice, Мы хотим, чтобы наши специалисты умели рассуждать и быть гибкими в их работе. they really need to understand the background theory and research. Для этого им нужно, конечно, понимать основы исследований. So I enjoyed the response that I had during my session. Мне очень понравился отклик, который был во время моей презентации. And I'm very grateful to Caritas for the opportunity to present. Я here очень at the благодарна conference. Caritas за предоставленную возможность представить мой доклад здесь. Спасибо. Спасибо большое.